Где-то на побережье, в уединенном заливе, который знают только местные жители, опытный рыбак по имени Джек решил провести день на своей любимой лодке. Утро казалось идеальным. Погода ясная, море спокойное, все говорило о том, что рыбалка будет удачной. Но никто и представить не мог, что этот день станет началом невероятной истории. Взяв свое старенькое рыбацкое снаряжение и отправившись в плавание, Джек и не думал, что его ждет. Прошло несколько часов, и все попытки поймать хоть что-то достойное успеха не приносили. Джек уже начал думать, что этот день окажется пустым, как вдруг его удочка резко натянулась. Он почувствовал сопротивление на леске и понял, что-то крупное попалось на крючок. Буря эмоций захлестнула его. В такие моменты адреналин зашкаливает. Джек знал, что надо быть осторожным, чтобы не упустить добычу. В течение нескольких напряженных минут Джек изо всех сил тянул на себя леску, стараясь не дать рыбе сорваться. Вода вокруг лодки вспенивалась, рыба боролась из последних сил. Казалось, что борьба будет вечной. Но вот появилась она. Большая серебристая рыба, вспыхивающая на солнце, как старинный трофей. Джек изо всех сил подтянул свою добычу к лодке и, наконец-то, поднял ее на борт. Рыба была огромной, настоящая мечта любого рыбака. Внимательно рассматривая ее, Джек заметил, что это была необычная рыба. Ее чешуя блестела ярче, чем у других. Возможно, это из-за утреннего солнца, пробивающегося сквозь легкие облака, или из-за странного предчувствия, что что-то в этой рыбе не так. Но самое странное было впереди. Подозрения Джека оказались верны. В пасти рыбы что-то поблескивало металлом. Ощущение открытия было на пике, а его рыбацкий инстинкт подсказывал ему, что он нашел нечто большее, чем просто большую рыбу. Он осторожно раздвинул пасть рыбы и увидел металлический диск, частично вросший в плоть добычи. Если до этого момента улов казался удачным, то теперь он понимал, что нашел нечто уникальное. Кто бы мог подумать, что у обыкновенной рыбы в пасти может быть что-то подобное. Джек должен был выяснить, что это за диск и как он попал туда. Именно с этой интригующей находки начинается удивительное исследование, которое приведет его к разгадке, скрытой за завесой времени. Но как один диск может изменить все? Джек был готов это выяснить. Джек стоял на палубе своей лодки и смотрел на огромную серебристую рыбу, которая лежала перед ним. Он пытался осознать, что у нее во рту. Металлический отблеск не давал покоя, и сердце рыбака билось быстрее от любопытства и волнения. Джек аккуратно взял в руки нож и стал осторожно поддевать диск, стараясь не повредить рыбе. Металл был гладким на ощупь, холодным и удивительно тяжелым для своих размеров. Удивительно, но диск был полностью закопчен в плоть рыбы, словно она носила его с собой долгие годы. Когда Джек наконец извлек диск, он увидел, что он покрыт странными символами. Они были выгравированы по всей поверхности, будто кто-то с большой тщательностью и терпением создавал этот рисунок. Джек присмотрелся. Символы были непонятными, словно из древней истории или загадочного заклинания. Рыбак озадаченно нахмурился, пытаясь понять, что это за чудо у него в руках. Каждая его мысль возвращалась к одному. Что делает такой предмет в рыбе? Возможно, он из древнего кораблекрушения или это какая-то затонувшая тайна. Джек аккуратно вытер диск от рыбацкой слизи и крови, чтобы лучше рассмотреть его. Теперь, когда он был очищен, загадочные знаки стали еще более различимыми. Он понял, что столкнулся с чем-то уникальным и, возможно, очень старым. В его голове крутились мысли, мог ли этот диск принадлежать забытым цивилизациям или он просто часть какой-то художественной конструкции. Как ни крути, это была незаурядная находка. Каждое движение Джек делал медленно и сосредоточенно, словно боялся, что странный артефакт исчезнет в любой момент, как только его отпустят. Однако, даже держась за него, он понимал, это лишь начало долгого пути к разгадке. Ему нужно было выяснить, что означают эти символы и как они могли оказаться в рыбе. Удивительный улов требовал серьезного расследования. Он взял телескопическую удочку, чтобы подъехать поближе к берегу и обдумать дальнейшие шаги. Но сознание не отпускало его. Как такие вещи могли оказаться в рыбе? Тайна становилась все более запутанной с каждой минутой. Джек знал, один этот диск мог изменить всю его жизнь. Найти ответ нам теперь было его целью. И он не мог остановиться до тех пор, пока не узнает, что кроется за этими символами. Он решил отправиться в ближайшую деревню, чтобы поговорить с местными жителями. Может быть, они что-то знают об этом или слышали похожие истории. Теперь задача рыбака была не только поймать рыбу своей мечты, но и разгадать тайну, покрытую пеленой неизвестности и времени. Джек стоял на палубе своей лодки и смотрел на огромную серебристую рыбу, которая лежала перед ним. Он пытался осознать, что у нее во рту. Металлический отблеск не давал покоя, и сердце рыбака билось быстрее от любопытства и волнения. Джек аккуратно взял в руки нож и стал осторожно поддевать диск, стараясь не повредить рыбе. Металл был гладким на ощупь, холодным и удивительно тяжелым для своих размеров. Удивительно, но диск был полностью закопчен в плоть рыбы, словно она носила его с собой долгие годы. Когда Джек наконец извлек диск, он увидел, что он покрыт странными символами. Они были выгравированы по всей поверхности, будто кто-то с большой тщательностью и терпением создавал этот рисунок.
Джек присмотрелся. Символы были непонятными, словно из древней истории или загадочного заклинания. Рыбак озадаченно нахмурился, пытаясь понять, что это за чудо у него в руках. Каждая его мысль возвращалась к одному. Что делает такой предмет в рыбе? Возможно, он из древнего кораблекрушения или это какая-то затонувшая тайна? Джек аккуратно вытер диск от рыбацкой слизи и крови, чтобы лучше рассмотреть его. Теперь, когда он был очищен, загадочные знаки стали еще более различимыми. Он понял, что столкнулся с чем-то уникальным и, возможно, очень старым. В его голове крутились мысли. Мог ли этот диск принадлежать забытым цивилизациям или он просто часть какой-то художественной конструкции? Как ни крути, это была незаурядная находка. Каждое движение Джек делал медленно и сосредоточенно, словно боялся, что странный артефакт исчезнет в любой момент, как только его отпустят. Однако, даже держась за него, он понимал, это лишь начало долгого пути к разгадке. Ему нужно было выяснить, что означают эти символы и как они могли оказаться в рыбе. Удивительный улов требовал серьезного расследования. Он взял телескопическую удочку, чтобы подъехать поближе к берегу и обдумать дальнейшие шаги. Но сознание не отпускало его. Как такие вещи могли оказаться в рыбе? Тайна становилась все более запутанной с каждой минутой. Джек знал, один этот диск мог изменить всю его жизнь. Найти ответ, но теперь было его целью, и он не мог остановиться до тех пор, пока не узнает, что кроется за этими символами. Он решил отправиться в ближайшую деревню, чтобы поговорить с местными жителями. Может быть, они что-то знают об этом или слышали похожие истории. Теперь задача рыбака была не только поймать рыбу своей мечты, но и разгадать тайну, покрытую пеленой неизвестности и времени. Джек, вернувшись с загадочным металлическим диском, решительно направился к местным знатокам истории. Между тем в его голове мелькали образы из древних легенд и историй, которые он слышал в детстве. Как эти символы могли оказаться на диске, найденном в рыбе? Единственное место, где он мог найти подсказку, было старое здание библиотеки, где хранились книги о прошлом этого региона. Джек вошел в обитель знаний, надеясь, что среди пыльных фолиантов может крыться ответ. Потемневшие от времен стены библиотеки хранили множество тайн, и он решил, что именно здесь должен начать свои поиски. Джек медленно прошел между полок с книгами, его внимание привлекли отделы о древних экспедициях и местных легендах. Он начал перебирать страницы, вчитываясь в каждую строку, надеясь найти что-то, что укажет на происхождение диска. Старые карты и записи о судах, затонувших у берегов, рассказывали о таинственных артефактах, которые временами выносило на берег. Его глаза вдруг остановились на упоминании о древней цивилизации, некогда проживавшей на этих землях. Говорилось, что она обладала передовыми для своего времени технологиями, и многое из их наследия было утеряно. Возможно, они могли быть создателями таких дисков. История гласила, что после большого катаклизма их следы были смыты водой, и только легенды да обрывочные артефакты напоминают о них. Джек почерпнул из книги, что в старину здесь велась активная морская торговля, которая часто протекала на грани между миром и войной. Торговые суда пересекали океаны, многие из них не достигали цели и навсегда оставались покоиться на дне. Сведения о потерянных кораблях, полных необычных грузов, не давали покоя его мыслям. Металлический диск мог быть частью одного из таких грузов, или, возможно, он использовался как навигационный прибор. Погруженный в изучение, Джек наткнулся на записи о морских экспедициях, где говорилось о затонувших городах и затопленных храмах. Эти места были известны своими необычными артефактами, которые в разные времена находили местные рыбаки. Говорили, что некоторые находки приносили удачу, а другие – темные предзнаменования. Внезапно к Джеку подошел старый библиотекарь, заметивший его увлеченность поисками. Библиотекарь, взглянув на диск с загадочными символами, вспоминал легенды, которые его дед рассказывал о древних народах, оставивших позади множество загадок. Он рассказал, что в этом регионе много столетий назад существовала цивилизация, которая по поверьям общалась с морскими обитателями и могла метить их своими символами для защиты или иных нужд. Возможно, найденный диск – один из многих таких амулетов, применявшихся в их ритуалах. Удивленный таким поворотом, Джек прислушался к словам мудрого библиофила и решил следовать его совету – посетить руины старого маяка, где, как говорили, еще можно найти следы исчезнувшей культуры. Джек быстро собрал свои вещи, поблагодарил библиотекаря за подсказки и отправился в путь. Руины маяка, погруженные в забвение и покинутость, хранили множество секретов. Стоя у подножия разрушенного здания, Джек чувствовал, как история буквально касается его. Он обошел место вокруг, стараясь найти подсказки, которые могли бы подтвердить или опровергнуть слова библиотекаря. Но что-то подсказывало ему, что настоящая история диска лежит гораздо глубже, чем все местные легенды вместе взятые. Джек знал, что впереди его ждет множество открытий и, возможно, встреча с теми, кто лучше его понимает, что означают таинственные знаки на диске. Вопрос в том, будет ли этот путь так же безопасен, как он себе представлял. Впереди были захватывающие и опасные встречи с неизведанным, и Джек был готов к этому. Джек, вернувшись с загадочным металлическим диском, решительно направился к местным знатокам истории, чтобы попытаться расшифровать странные символы.
Он понимал, что самостоятельно разгадать эту загадку будет крайне сложно, тем более, что символы выглядели так, будто они принадлежали к языку или системе, которую он никогда раньше не видел. Первое, что пришло ему в голову, это обратиться за помощью в местный университет, известный своими изучениями древних культур. Джек прибыл туда с надеждой, что академические умы смогут пролить свет на найденные символы. Он встретился с профессором, который специализировался на древних письменах и артефактах. Профессор, всклокоченный и увлеченный, с интересом изучил диск, и его глаза засветились. Он признал, что никогда не встречал такой набор символов прежде, но это только разжигало его интерес. Профессор предположил, что знаки могут быть связаны с неизвестной цивилизацией, и предложил провести серию анализов. Они начали с изучения материала диска. Оказалось, что металл, из которого он был сделан, до странности напоминал олово, но с примесями, которые редко встречаются в природе. Это вызвало еще больше вопросов. Ведь если диск был сделан из необычного металлического сплава, то это могло указывать на высокоразвитую цивилизацию, которая существовала задолго до известных нам народов. Тем временем профессор организовал встречу с другими экспертами, специалистами по языковедению и археологии. В лабораторию подтянулись коллеги, каждый из которых привнес свои знания и гипотезы. Все больше и больше людей было вовлечено в разгадку таинственного диска. Один из лингвистов предположил, что символы на диске могли быть формой древнего шифра, использовавшегося для передачи важных сообщений. Но по какой причине такой диск оказался в рыбе, никто пока ответить не мог. В процессе одной из дискуссий археолог указал, что символы немного напоминают руны, которые он однажды видел на варяжских артефактах, найденных на северных берегах. Он предположил, что, возможно, эти знаки относятся к древней системе письма, исчезнувшей задолго до нашего времени. Это открытие подтолкнуло Джека и профессора исследовать архивы университета в поисках информации об исчезнувших языках. Было решено воспользоваться специальной программой, которая могла бы отсканировать символы и попытаться сопоставить их с известными языками. Пока техника работала, Джек не мог просто сидеть и ждать. Он искал любые упоминания о подобных символах в книгах и статьях. Его настойчивость давала результаты. Он обнаружил заметку о древнем торговом пути, который пролегал через воды, где он и поймал рыбу. В этой статье говорилось о затонувших кораблях, которые, по слухам, везли необычные товары. Вскоре результаты анализа металла и символов начали поступать. Ученые подтвердили, что диск действительно был необычным и мог иметь древнее происхождение, что только увеличило интерес к находке. Профессор предложил Джеку сотрудничество, чтобы попытаться более детально исследовать происхождение диска и его возможную ценность как исторического артефакта. На этом этапе стало ясно, что диск — это не просто случайная находка, а ключ к разгадке истории, утерянной на долгие века. Возможно, его происхождение сможет дать ответ на вопросы о древних цивилизациях, которые некогда правили этими водами. Впереди Джека ждали новые встречи и, возможно, еще более удивительные открытия. Джек, поставивший перед собой цель разгадать тайну металлического диска, решил обратиться к местным жителям за информацией о возможных легендах и историях, связанных с рыбой и диском. Первым делом он отправился в таверну, где, как он знал, часто собираются старожилы деревни, чтобы рассказать истории и обменяться новостями. В таверне царила уютная атмосфера, и Джек, заказав напиток, присел к компании пожилых рыбаков с интересом наблюдающих за ним. Он рассказал свою историю о необычном улове и показал диск. Взгляды стариков стали более внимательными, и вскоре один из них, Джордж по имени, начал рассказывать о легенде, которая передавалась в их семье из поколения в поколение. По его словам, много лет назад в этих водах обитала рыба, которую местные знали под именем Хранитель моря. Она была необычайно большой и обладала особой мудростью, способной читать течения и штормы. Говорили, что ее чешуя блестела на солнце, словно звезды в ночи, и она обитала в самых глубинах океана, где скрывались тайны прошлых времен. Другая легенда, которую поведал Джеймс, утверждала, что Хранитель моря могла переносить послания. Она переплывала океаны, которые разделяли народы, и приносила весть о событиях, которые случались далеко за горизонтом. Эта история обрастала мифами и догадками, ведь никто из ныне живущих не видел этой легендарной рыбы, но Джек не мог не заметить, как совпадают описания с той рыбой, что он поймал. Третий рыбак, Ричард, добавил, что слышал об еще одном мифе, о потонувшем городе, который некогда стоял на земле, что теперь скрыто водой. Этот город, по его словам, был населен народом, который умел создавать удивительные артефакты. Они якобы использовали рыбу как посланников, снабжая их амулетами и дисками, на которых записывались защищенные символами послания. Возможно, диск, выловленный Джеком, был именно таким артефактом. Слушая местные легенды, Джек понял, что в каждой из них может содержаться доля истины, которая поможет разгадывать таинственную находку. Мужчины уверяли, что некоторые рыбаки изредка находили странные предметы на берегу после сильных штормов. Чаще всего это были старые монеты, куски фарфора или резные каменные таблички, но про диск никто прежде не слышал.
По мере того, как рассказы множились, Джек начал понимать, что хотя эти истории и могли нести часть вымысла, в них кроется смысл, который мог помочь в его поисках. Он задавался вопросом, может ли диск действительно быть посланием из древнего мира. И если так, как он попал в рыбу, которую он поймал в открытом море? Во время разговора он заметил, как в группу вошел еще один старик, которого местные называли старейшином. Джек решил обратиться и к нему, чтобы узнать его мнение. Старейшина, внимательно выслушав молодого рыбака, предложил ему принять участие в обряде, который устраивали старейшины деревни каждый год для почитания богов моря. Этот обряд, по его словам, помогает вступить в контакт с духами предков, которые, возможно, смогут открыть больше информации об этом диске. Джек, хоть и был немного скептически настроен, не отверг возможность, что подобный ритуал может помочь в его поисках. Он поблагодарил стариков и пообещал подумать об их предложении. Пока Джек покидал таверну, в его голове бурлили мысли о возможных открытиях, которые еще только предстоит сделать. Возможно, вскоре он встретит людей, которые помогут ему разгадать символы на диске. Или даже найдет следы давно затерянной цивилизации, которые принесут свет на эту загадочную находку. Но одно было ясно. Впереди его ждало еще больше поисков и, возможно, невероятные открытия, которые смогут изменить всю его жизнь. В поисках разгадки таинственного диска Джек решил обратиться за помощью к современным экспертам, которые могли бы пролить свет на его находку. Несмотря на обилие местных легенд и рассказов старожилов, он понимал, что необходимы более профессиональные знания, чтобы действительно понять, с чем он столкнулся. Он вспомнил, что на соседнем побережье находится исследовательский центр, посвященный изучению природы океана и его обитателей. Решив, что это может быть его следующая остановка, Джек направился туда. Прибыв в центр, он столкнулся с морским биологом по имени Эмили, которая сразу проявила интерес к истории рыбака. Эмили специализировалась на исследованиях редких морских видов и их миграции. Услышав о сорыбе, которая носила в себе металлический диск, она предложила Джеку помочь в идентификации его происхождения. Эмили показала ему лабораторию, где они могли провести анализы и исследования, чтобы раскрыть тайну найденного артефакта. Первым делом они решили провести исследование металла, из которого был сделан диск. В ходе анализа выяснилось, что диск состоит из сплава, который очень напоминает древнюю технику металлообработки. Это вызвало у специалистов изумление, поскольку такие технологии считались утерянными тысячелетия назад. Этот факт лишь разжигал их интерес и стремление раскрыть секреты, скрытые в символах на диске. Пока шли анализы, Эмили рассказала Джеку об исследованиях, которые они проводили в области древних судов, затонувших у побережья. Некоторые из них были известны как носители редких и загадочных артефактов. Она предположила, что диск мог быть частью таких находок, связанных с исчезнувшими цивилизациями. Их команда уже давно искала доказательства таких историй, и находка Джека могла стать важным звеном в этой цепи. Параллельно с этим они решили изучить символы на диске с помощью современных технологий. Эмили предложила использовать программное обеспечение для анализа изображений, которое могло бы попробовать распознать и сопоставить знаки с известными языковыми системами. Джек с восторгом следил за процессом, надеясь, что это приблизит их к разгадке. Во время работы к ним присоединился криптограф, который специализировался на древних письменах. Ознакомившись с символами на диске, он предположил, что они могут принадлежать исчезнувшему языку, который использовался для передачи зашифрованных сообщений. Этот язык, по его мнению, мог использоваться в древних торговых отношениях между цивилизациями, и само присутствие диска в рыбе могло указывать на его важность для моряков или купцов. Пока Джек и Эмили ждали результатов анализа, они обсуждали возможные теории о происхождении диска и его возможной функции. Каждая идея казалась более фантастической, чем предыдущая, но именно это поддерживало их энтузиазм и настойчивость в поисках ответов. К концу дня программа анализа изображений наконец-то выдала предварительные результаты. Некоторые символы действительно напоминали древние рунические письмена, но окончательный ответ еще предстояло найти. Эмили пообещала, что они продолжат исследования и свяжутся с другими учеными по всему миру, чтобы собрать больше информации. Джек, поощренный поддержкой команды Эмили и их готовностью помочь, почувствовал, что стал на шаг ближе к разгадке тайны. Он был уверен, что вскоре они найдут что-то, что откроет новые горизонты в понимании как самого диска, так и истории тех, кто его создал. Ожидание результатов анализов, новые встречи и обсуждения обещали привести к неожиданным открытиям и, возможно, изменению взглядов на прошлое и настоящее. После недель, проведенных в исследованиях и обсуждениях с профессионалами разных областей, перед Джеком и командой специалистов наконец-то вырисовывалась полная картина, связанная с загадочным металлическим диском. Первые результаты анализов и находки, сделанные в процессе изучения материала и символов, начали сходиться в один пазл. День, когда это должно было произойти, запомнится Джеку на всю жизнь.
С раннего утра лаборатория центра ожила. Все сотрудники были в движении, обсуждая последние находки и догадки. Эмили, морской биолог, негромко произнесла последние результаты. Диск сформирован из редчайшего сплава, который могли себе позволить только самые обеспеченные и влиятельные люди древности. Это означало, что диск не просто древний артефакт, но и, возможно, символ богатства или власти, что делало его еще более таинственным. Параллельно с этим криптограф, приглашенный для расшифровки символов, провел новую серию сравнительных анализов. Он осторожно перелистывал страницы старинных текстов и сопоставлял их с компьютерными данными. Через несколько часов он объявил, что некоторые из символов на диске действительно могли быть частью древнего кодексового языка, который использовался для скрытия важных государственных тайных сообщений. Хотя текст был менее чем наполовину расшифрован, его содержимое намекало на важность, связанную с мореплаванием и торговыми маршрутами. Но что делало диск такой сенсацией, так это тот факт, что в результате дальнейших анализов было установлено, что он мог происходить из легендарного исчезнувшего города, погребенного под океаном после сильного катаклизма. Исторические источники, найденные в архивах университета, подтвердили существование такого города, где знатоки металлообработки и навигации жили примерно 1500 лет назад. Этот город был известен чем-то вроде «Властелин моря», что еще раз подчеркивало значимость найденного артефакта. Джек, подпитываемый информацией, переданной криптографом и историками, наконец-то понял, что диск, найденный в рыбе, оказался не только ключом к разгадке древней цивилизации, но и доказательством в пользу существования торговых путей, соединяющих земли и культуру, о которых лишь отрывочно говорили легенды. Взглянув на диск, он почувствовал, как тяжесть времени и значения этого артефакта ложится на его плечи. Ведь он, простой рыбак, теперь стоял на пороге открытия, которое могло изменить понимание многих исторических событий. Как оказалось, диск, возможно, был частью скрытой системы передачи данных, использовавшейся для навигации. Эмили удивленно отметила, что система, описанная в рукописях, напоминала прототип современных спутниковых навигационных технологий, что еще больше удивило всех присутствующих в лаборатории. Джек и специалисты с восхищением смотрели на предмет, который казался маленьким, но скрывал в себе огромный объем знаний. Вскоре к их группе присоединился еще один эксперт, специализирующийся на древних морских картах. Он обнародовал информацию о карте, датируемой примерно той же эпохой, что и диск, на которой были изображены маршруты, ведшие в исчезнувший город. Эти маршруты также могли демонстрировать путь, по которому диск оказался на дне океана, а затем внутри рыбы. Теперь, когда у Джека и его команды были на руках реальные факты, их находка стала сенсацией в научном мире. Новость распространялась с невероятной скоростью, собирая огромное внимание академиков и исследователей со всего мира. Джек был приглашен представить свою находку на международной конференции, где его история и загадочный артефакт могли бы вдохновить новых исследователей на поиски еще большего количества фактов о древней цивилизации. И вот когда Джек стоял на сцене перед толпой, держа в руках диск, он понял. Этот маленький металлический предмет стал началом не только удивительного приключения и раскопок в мире истории, но и изменил его собственную жизнь. Он понял, что в скором времени откроются еще более неожиданные тайны и был готов к новым открытиям вместе с командой, которая вдохновила его на это удивительное путешествие.